Хочу вам показать, какие овощи употребляют итальянцы. Я уже привыкла, но, конечно, раньше, когда я видела вот это количество зелени, это вот такая капуста черная, они едят. Это бьетала, тоже отварная. Лук-порей. Это ботва репы, ее очень любят здесь готовить. Шпинат с большими листьями. И это цикорий. Вот так он выглядит. Это вот такой крупный чеснок, он изобретен в Тоскане, и он не имеет неприятного запаха послевкусия. Он ароматный, но никаких последствий, так скажем. Стоит дорого, 9 евро, вот эта маленькая коробочка за 3 чеснока, но он очень крупный. Продаются цветы цукини. У меня есть на канале рецепт, потрясающе вкусный. Они в кляре, стоят 2 евро. Различные салаты, вот они не признают эти фасованные в пакетах. Они любят покупать все свежее, потому что считают, что в пакетах там бактерии разводятся. Такой тоже, это как салат. Фенхель здесь популярнейший овощ, потому что он очень полезный для сердца и вообще в нем бесконечное количество полезных свойств. Фасоль. Конечно же, итальянцы едят артишоки. Они безумно популярны. Вот какая разница. Справа вот эти большие, это римские, а вот это сардинские. Они более острые и колючие. И вот эта бесподобно вкусная вещь называется карди. Я покажу вам как-то, как его готовят. И если бы мне показали вот это изделие 3 года назад и сказали, что это будет одно из моих самых любимых блюд, я бы ни за что не поверила. И в кляре готовится очень вкусная вещь. Вот эта штука. Вот такой тоже салат в виде розочек, не знаю, красивый салат это. Вот тоже эти карди поближе, здесь они видно хорошо. Крупный лук-порей. Салаты вот такие, еще вот такая капуста. Вот такие листья салата. Вот это айсберг. Тоже покупают его вот в таком виде, а не в упаковке. Морковка с ботвой. Вот такой лук. И любят спаржу. Вкусно тоже здесь. Первый раз ее попробовала, именно свежей. Спаржа ценится, и она здесь не дешевая. Вот сколько, 20 евро килограмм. Что вот это за вещь, я не знаю. Я по названию посмотрю дома. Это какая-то дикая. Уже клубника началась в марте, она уже вовсю. Голубика, лимоны, апельсины, мандарины сейчас сезон. 2 евро килограмм. И вот их черная капуста. Тоже любят ее высушивать, добавлять в пасту. И вареная она вкусная, и жареная. Первый раз тоже ее здесь попробовала. Вот такая крупная фасоль стручковая. 3 евро килограмм. Это называется радикьо россо. Это тоже разновидность цикория. Это тоже радикьо россо, но более такой длинный. Вот такие круглые большие баклажаны. И есть еще вот такие полосатые. Разнообразие салатов, большой выбор. Вот такие цукини с цветочками, тоже фасованные, продаются. Редиска уже есть вот в самом начале, евро 2,68 такой лоточек. Вот такие крупные желтые перцы.
Poi va. Вот что из зелени я купила. Это сельдерей, вот такой большой, свежайший сельдерей. Это мои любимые карди, как-то с ним покажу рецепт. Это джемма. Вот это букет. Такое я еще не пробовала. Вроде бы как это дикая репа. Вот, я точно не знаю. У нее есть еще такие вот цветочки, соцветия. И цветет эта вещь такими желтыми мелкими цветочками. И это не рапс. Я уже проверяла. Вот, сейчас хочу приготовить с нее пасту. То есть они, как правило, всю вот такую траву едят либо отваренной, ну здесь все вкусно, знаете, с оливковым маслом, либо они все добавляют в пасту. Сейчас посмотрим, какая она на вкус. И еще вот такой сыр купила, целая вот такая головка, больше килограмма, 1000 килограмм 100 грамм. Стоит он 24 евро, но сегодня была на него скидка в супермаркете 50% для тех, у кого есть карта супермаркета. Это известная фирма-производитель овечьего сыра из города Пьенца. И скоро у меня будет видео, еще его не сняла, про производство тосканских овечьих сыров. Вот так я чуть подготовила чимы ди рапа, отрезала ножки твердые, хорошо промыла и сейчас буду отваривать. Отваривается наш основной ингредиент, и знаете, чем он пахнет? Горчицей. Вот такой яркий аромат горчицы сейчас пока что. Соус здесь вот такой классический используется. Это анчоусы, каперсы. Кто любит чеснок, можно добавить. Итальянцы его любят, добавляют везде. Оливковое масло. И добавляем помидоры свежие и немного красного острого перца. Добавляем наши таинственные ингредиенты на сковородку. Хорошо перемешиваем. Помидоры должны вот так провариться, стать мягкими. Вот такой интересный момент. Пасту варим в воде, в которой только что варилась вот наша зеленая красота. Таким образом паста пропитается ароматами, будем называть горчицы, и станет более вкусной. В общем-то все. Хорошо перемешиваем пасту с соусом. Ну что, паста готова. Сверху я добавила овечьего сыра, вот такие пластинки, и я уже попробовала. И хочу сказать, что это вкусно. Видимо, другие ингредиенты сделали свое дело. Знаете, у итальянцев есть талант. Они могут из любого продукта превратить в шедевр. Я благодарю вас за просмотр. Надеюсь, видео вам было полезно и интересно. До встречи в следующих видео. И не стесняйтесь, пишите в комментарии, если вы хотите что-то увидеть из Италии, что-то вам интересно, пишите. И я прислушаюсь к вашим комментариям. Пока!